В России грядут кардинальные изменения в миграционной политике. Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскрыл подробности будущих нововведений, которые будут обсуждаться в парламенте. Нужно отметить, что мигрантам эти нововведения вряд ли понравятся, но их нужно было ввести еще вчера. Это решило бы, если не все, то многие проблемы, связанные с мигрантами. Давайте посмотрим, что они планируют сделать в Государственной Думе. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Главное, мигранты теперь без семей, жен и детей. По словам Вячеслава Володина, депутаты, учитывая обращения граждан, предложили законодательные инициативы для решения актуальных проблем, о которых говорят люди. Значительная часть из них затрагивает миграционную политику государства. На рассмотрении находятся 28 законопроектов, связанных с этой темой, 6 из которых были предложены в августе. Среди законопроектов, которые рассмотрят депутаты, отметим следующие инициативы. Запрет низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить в нашу страну свои семьи, родственников, близких. Обязательная дактилоскопическая регистрация иностранных граждан при въезде на территорию России. Ограничение на занятия определенными видами трудовой деятельности для иностранных граждан, в том числе в медицине и образовании. Обязательный сбор для прибывающих мигрантов в будущем планируется сделать так, чтобы он покрывал затраты на депортацию. Общефедеральный запрет найма мигрантов на работу в определенных сферах, включая медицину и образование. Ограничение иностранных работников в компаниях, установление нормы на уровне 5% от общей численности сотрудников. Отказ от патентной системы и ограничить время пребывания низкоквалифицированных специалистов в стране трудовым договором, а также другие нововведения. Володин подчеркнул, что перечисленные инициативы уже получили поддержку политических фракций Государственной Думы. Ранее депутат Дмитрий Гусев в беседе с журналистами отмечал, что необходимость ужесточения миграционной политики назрела давно. Возросшее количество преступлений, совершаемых нелегальными мигрантами, ясно указывает на необходимость усиления контроля. Требования к мигрантам должны быть строгими. Они должны приезжать по приглашению определенной компании и работать только на условиях договора. По завершении договора мигранты обязаны покинуть территорию России. Никаких семейных связей, ни жен, ни детей, ни мужей. Работающие мигранты не могут привозить свои семьи. Сейчас же один человек приезжает, а затем по разрешенной схеме прибывают многочисленные родственники. Второй аспект – строгая ответственность за любые правонарушения на территории России. Если человек нарушил закон, он должен быть выдворен из страны. Кроме того, стало известно о подготовке поправок к закону о борьбе с фиктивными браками для получения иностранцами разрешения на временное проживание в России. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект МВД об изменениях. Об этом сообщили в СМИ, ссылаясь на источник, знакомый с результатами заседания. Согласно представленному правительством проекту поправок, разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину без учета квоты, если он состоит в браке с гражданином России не меньше 2 лет до момента подачи заявления, и этот гражданин постоянно проживает в России. Также такое разрешение может быть предоставлено, если в таком браке родился или был усыновлен ребенок, проживающий в том же регионе, где и российский супруг или супруга. Ранее было сообщено о предложении ограничить число детей-мигрантов в классах российских школ. Цель этой меры – снижение этнических конфликтов, которые, как показывает практика, стали частым явлением в некоторых регионах. Инициатива исходит от депутатов Яны Лантратовой и Сергея Миронова. На данный момент школы не проводят тестирование при приеме учащихся, что создает проблемы, требующие немедленного решения. Многие дети мигрантов испытывают трудности с социокультурной адаптацией и изучением русского языка, что ведет к формированию этнических групп и возникновению конфликтов. К тому же, не все школьники мотивированы учиться и предпочитают сохранять свои этнические особенности. В центральных регионах России доля детей-мигрантов в некоторых школах может достигать 50%, что отрицательно сказывается на учебном процессе. Депутаты убеждены, что равномерное распределение детей-мигрантов по разным учебным заведениям поможет улучшить их интеграцию, усвоение русской культуры и предотвратить создание агрессивных этнических групп. Решение уже предложено. Лимит на число мигрантов в классе, не более 10% учащихся, предлагается установить для каждой школы. Инициатива уже направлена на рассмотрение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Люди в социальных сетях в общем поддерживают инициативу. Но многие не верят, что обсуждаемые законопроекты будут приняты в Госдуме.
Когда инициативы станут реальными законами, тогда и можно будет говорить о том, что депутаты предпринимают реальные действия, а не занимаются болтовней, считают многие пользователи. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!